Привет, Арми. Что именно скрывает Тонг от публики после того, как шокирующие кадры Чингука стали вирусными? Почему HYBE кажутся запаниковавшими и безмольными? Ваши комментарии значат очень много. Не забудьте поставить лайк, подписаться и написать свои мысли сейчас. Вы когда-нибудь видели выражение лица человека, который знает, что его мир изменится за считанные секунды? Можете ли вы представить, что происходит за кулисами индустрии развлечений, когда одно небольшое действие, одно движение, запечатленное на камеру, может сформировать повествование, которое изменит ход истории? Сегодня мы больше не говорим о слухах, это не просто домыслы, это визуальное доказательство, записанное и неопровержимое, и что еще более удивительно, это молчание Тонг Чу. История начинается с, казалось бы, обычной ночи. Ночи, когда участники BTS были замечены на частном мероприятии, без официальных фотографов, без повестки дня в СМИ, но камеры наблюдения никогда не спят. Пока корейский мир развлечений изо всех сил старается поддерживать идеальный образ своих артистов, эти секунды избежали наблюдения и теперь распространяются как лесной пожар в сухом лесу. Чингук был заснят на камеру не только присутствующим, но и принес что-то, что внезапно заставило всех за кулисами HYBE онеметь. 24-секундное видео сначала стало вирусным на платформе, которая даже не была фан-сообществом, это не ARMY слили его, и именно это сделало его еще более тревожным. Чингука видели быстро идущим в коридоре роскошного отеля в Каннам, в его руке был потрепанный документ, который охранялся, как будто скрывал большую тайну, чем просто трудовой договор, но самое удивительное, была 18-я секунда, когда Чингук внезапно посмотрел на скрытую камеру, остановился и, казалось, заговорил, без звука, только шевелил губами. Но отчетливо, он не знал, что я приду. Кто такой он, что означает это предложение, кто не знает, что означает Тинг в этом контексте, или кто-то из HYBE, или кто-то выше этого. Та ночь превратилась в центр внутреннего расследования. HYBE провела экстренное совещание в 10 часов следующего утра, дверь главного офиса была плотно закрыта, шторы были опущены, доступ на 9-й этаж, эксклюзивную зону для артистов и руководителей, был ограничен. Официального заявления не было, опровержения не было, но внутренние источники сообщили, что файл записи воспроизводился снова и снова, кадр за кадром, как будто в поисках подсказки. Тем временем, Тонг, который обычно экспрессивен и открыт на Уиверс, предпочел промолчать, никаких постов, никаких комментариев, и для многих, молчание Тонга было знаком того, что он знал больше, чем говорил. Что на самом деле произошло за видео, и каково отношение Тина к этому моменту? Некоторые фанаты связали это с внутренним давлением, которое держалось в секрете. В последние несколько месяцев Чингук, как сообщается, чувствовал себя ограниченным в своем сольном проекте. Он хотел свободы выражения, но каждая попытка всегда блокировалась. Был ли документ, который он принес, формой последнего сопротивления, или чем-то большим? Мурашки по коже у всех побежали от второй версии записи. Кто-то пришел через несколько минут после Чингука, черная панама, большая маска, длинная толстовка с капюшоном, высокая скорость. Его поза была очень похожа на позу Тонга, но их не видели встречающимися. Они просто проходили по одному и тому же коридору с разницей в 6 минут. Почему они не были вместе? Почему они оба были замаскированы? И почему HYBE не попытались удалить видео, как обычно? Без разъяснений, вопросы продолжают звучать эхом. Хэштеги «решетка протестюнкак» и «решетка Иристая Юнг» в тренде по всему миру, в то время как фанаты продолжают гадать, это признак свободы или разрыв связи, которую они поддерживали до сих пор? Несколько дней спустя, на развлекательном шоу, Тонг появился с усталым лицом и натянутой улыбкой. Когда было упомянуто имя Чингука, он молчал 11 секунд, затем сказал: «У каждого свой путь, иногда мы можем только наблюдать издалека». Это предложение, нейтральное на первый взгляд, но стало угольком, лежащим в основе домыслов. Они что-то скрывают, или они вместе борются с системой? Несколько дней спустя бывший персонал HYBE просочился через анонимный подкаст, что не ко всем участникам относятся одинаково. Чингук неоднократно отвергал несправедливые отношения и подавал предложения о сотрудничестве за рубежом, которые были отклонены. Даже его идея о справедливой системе роялти была высмеяна. Было ли видео последним предупреждением, и если Тонг знал, почему он решил промолчать? Выражение лица Чингука, когда он получил конверт от Тонга в прошлом году, было пересмотрено, его сходство с видео с камер видеонаблюдения нельзя было игнорировать, сжатые челюсти, глаза, полные напряжения. Теперь,
Есть не просто одна камера видеонаблюдения, есть более одной записи, и некоторые источники говорят, видео не из гостиничной системы, а из собственной внутренней системы HYBE. Если это правда, это нарушение конфиденциальности, и HYBE больше не является защитником своих артистов, а молчаливым сторожевым псом, и если они следят за Чингуком, скольких других артистов они контролировали. Через несколько дней после того, как видео стало вирусным, большой концерт HYBE был отменен не из-за технических деталей, а из-за внутренних проблем управления. Публика почуяла что-то большее, слишком большое, чтобы скрывать. Угрожал ли Чингук выступить, дал ли ему Тонг время? Это начало распада BTS изнутри? Маленькие трещины теперь распространяются в узор, как медленно разбивающееся стекло. Тем временем международные фанаты начинают формировать узор. Каждый раз, когда Чингук исчезает, всегда есть отвлечение, драма, возвращение другого артиста или большое объявление. Они считают, что HYBE задал медиаритм, чтобы похоронить этот конфликт, и теперь стратегия провалилась. Документ, который был слит за несколько часов до появления этого отчета, упоминает внутреннюю записку за 2 недели до того, как видео стало вирусным, упоминает ожидание индивидуальных действий Джея и приказ блокировать потенциальные утечки. Если записка подлинная, то HYBE уже знала, и они не пытались быть прозрачными, они только пытались контролировать, не объяснять. А если эта утечка произошла изнутри, тогда вопрос меняется. Кто в HYBE все еще на стороне Чингука, является ли Тонг одним из них? Это не просто личный конфликт, это тихая война между айдолом и системой, которая его ограничивает, и каждая война, даже если тихая, оставляет гораздо более глубокий ущерб, чем кажется. HYBE сейчас стоит на грани кризиса, не слухи, не сплетни, а фундаментальные вопросы о честности, личных правах и пределы корпоративной власти над людьми. И если они продолжат выбирать молчание, то им придется готовиться к волне большей, чем они когда-либо себе представляли. И теперь мир может только ждать. Одна запись, один жест, одно молчаливое предложение от Чингука открыли ящик Пандоры, который индустрия держала взаперти. Но шокирует не только запись, это молчание Тэхёна, единственного человека, который может знать, что произошло на самом деле. HYBE, возможно, пытались контролировать повествование, проводить экстренные совещания, блокировать доступ персонала, даже стирать цифровые следы, но они не могут стереть растущие подозрения, которые закрались в сердце фанатов. Теперь вопрос больше не в том, что произошло той ночью, а в том, что будет дальше. Это начало правды, которую больше нельзя скрывать? Или это начало гораздо большего кризиса, который изменит облик К-поп навсегда? Одно можно сказать наверняка – молчание больше никого не спасает. И когда правда наконец выйдет наружу, будь то из уст Чингука, шепота Тэхёна или кого-то внутри самого HYBE, мир, возможно, больше никогда не будет смотреть на BTS прежними глазами. Мы просто считаем дни.